Егор Мартинович, главный редактор издания «Наша Нива». Моя история началась 10 августа. Целый день я занимался административными делами, поэтому вся активность, которая происходила в тот день на Пушкинской, прошла мимо меня. Я освободился после 12 ночи и начал помогать нашим журналистам развозить по домам тех, кто был без личного автомобиля. Забрал коллегу, по дороге мы подвезли демонстранта. Когда он вышел из машины, это было на Ольшевского, мы увидели человека, который лежал на земле. У него явно был перелом ноги. Демонстрант начал ему помогать, а мы поехали дальше. Высадил коллегу, поехал за другой. Она ждала меня уже в закрытой кофейне. Я ехал по мирному городу, не представлял себе уровень агрессии. Когда подъехал к станции метро Пушкинская, увидел, как мне в окно издалека светит как будто прожектор. Остановился. Гаишник сказал мне поворачивать во дворы. Я повернул, а там очередной блокпост. Попросили показать телефон, открыть багажник. Показал, поехал дальше, а там еще один блокпост. Ко мне подошел автоматчик и сказал выйти из машины. Но я не волновался, я журналист с удостоверением. Автоматчик увидел название газеты «Наша Нива». Услышал, что я разговариваю по-белорусски, и искренне обрадовался. «О, наш клиент! Выходи!» Мне не разрешили даже достать ключ из машины. Она там и осталась стоять с ключом в замке зажигания. Кстати, забегая вперед, скажу, из моей машины не украли ничего, хотя все окна были открыты, а на заднем сиденье лежали 2 ноута, мой и коллеги. Потом началось перекидывание из автозака в автозак. В первом я был еще в статусе корреспондента, меня не бросили на пол, а посадили. Я переступал через лужи то ли крови, то ли еще чего-то. Старался не наступать на лежащих на полу людей. Складывалось ощущение, что я нахожусь на войне, пришли оккупационные силы. Мозг отказывался осознавать, что я нахожусь в Беларуси. Потом рядом со мной были парень с девушкой, которые увидели в интернете, что происходит на Пушкинской, и приехали туда с бинтами и лекарственными средствами оказывать медицинскую помощь. Нас вывели из этого автозака, положили лицом в траву. Тут я уже оказался в том же статусе, что и все остальные. Проходит один ОМОНовец и пинает меня за то, что слишком широко разведены ноги. Потом проходит другой и пинает меня за то, что ноги слишком узко. Бессмысленное насилие и агрессия. Кричали: «Хотели революции? Будет вам революция!» Потом нас человек 20 загрузили в другой автозак и куда-то повезли. Телефоны тогда еще не отобрали, и по карте мы поняли, что нас везут на Окрестино. Но потом по разговорам силовиков мы поняли, что там мест уже нет. По дороге я успел отправить СОС СМС, но у меня была выключена геолокация, поэтому моим контактам на случай ЧП пришло СМС только о том, что я в беде, без ссылки на Google карты. В итоге нас привезли в РУВД, но там тоже уже не было места. Поэтому нас выгрузили во дворике за РУВД, положили лицом в траву. Раза 3 милиционеры переписывали наши анкетные данные. Я просил передать в их пресс-службу, что я журналист. Но никто не передал, естественно. Меня опрашивала женщина. Рядом со мной кого-то избивали, но она на это даже не реагировала, ей было все равно. Всю ночь мы пролежали со строительными стяжками на руках. Почти все выбрали стратегию молчать, но с нами был мужик лет 40. Он не замолкал ни на минуту, все время позорил их, говорил им, что он прошел Афган и не удастся его сломать. Он сильнее и физически, и эмоционально. Мужику угрожали сломать руки и ноги, но в результате он взял их измором. Ему развязали руки. Потом он начал просить за нас, но это уже не сработало. Во второй половине ночи пришли милиционеры с пачкой распечатанных протоколов. Все они были как под копирку. Всех задержали в 3 часа ночи, все выкрикивали лозунги. Милиционеры дали понять, что не подписать протокол нельзя, иначе они будут избивать. Я на этой бумажке написал, что был за рулем автомобиля, в митингах не участвовал. Потом ОМОН уехал, с нами остались только милиционеры. Они были более адекватные. Отпускали в туалет. А по возвращении руки затягивали уже не так сильно.
Утром нас начали снова грузить в автозак. В машину, рассчитанную на 8 человек, утрамбовали 30, никакой вентиляции. Люди старшего возраста чуть ли не теряли сознание от недостатка кислорода. А спецназовец сказал, что если кто-то будет кричать, он откроет наугад любую камеру и изобьет первого попавшегося человека. Были и истории из параллельной жизни. Слышал, как спецназовец разговаривает по телефону, видимо, с женой. «Котя, у меня все хорошо, скоро приеду». ОМОНовцы жаловались друг другу, какие они несчастные, голодные и много работают. Пока ехали, слышали, как нам сигналили проезжающие мимо автомобили. Было очень приятно. Привезли нас в Жодино километров 50, мы ехали часа 3 почему-то. На оформлении была огромная очередь, а потом нужно было пройти по коридору, где били дубинками. Парни в камере рассказывали, что им приходилось еще хуже. Их автозак встречались с собаками, которые на них натравливали. Какое-то время мы провели в прогулочном дворике, потом нас начали раскидывать по камерам. Но перед этим досмотр. Очень унизительный процесс. Нужно было раздеться догола и пару раз присесть, для того, чтобы они поняли, не проносишь ли ты что-нибудь внутри. В камере, в которой я оказался, было 28 человек на 12 спальных мест. Потом уже были ребята, задержанные 9 августа, и больше всего им не хватало информации. Так как меня задержали 10-го, я смог рассказать им новости. Но не все задержанные участвовали в митингах, а взгляды у всех были одинаковые. Утром нас накормили паршивой перловой кашей, от которой потом всех пучило. В обед следующего дня я услышал, как меня зовут по фамилии. Я вышел, согнувшись в 2 раза, руки за спину. За время, проведенное там, у меня уже выработался инстинкт так делать, когда к тебе обращается силовик. Человек, меня позвавший, спросил, не журналист ли я. Говорю, что редактор нашей Нивы. Он мне в ответ: «Милицейское издание, что ли? Если нет, то что ты за важный гусь такой, что тебя срочно ищут по всем изоляторам?» Этот человек сказал, что меня отпускают. Оказалось, что меня очень долго не могли отыскать, потому что я в списках не значился. Не думаю, что меня прятали специально, просто у них там бардак. Вернулся в камеру, рассказал сокамерникам. Они все очень обрадовались за меня, стали наперебой называть свои телефонные номера, чтобы я позвонил их родным. Мы придумали способ их записать. И на свободу я вышел с 20 записанными номерами родственников моих сокамерников. Это был самый сложный эмоциональный момент, когда я потом вечером всех обзванивал. Когда ты сидишь в камере, слезы не наворачиваются. Ты просто знаешь, что тебе нужно продержаться. Но когда ты звонишь женам, мамам, сестрам, и они говорят тебе, что будут за тебя молиться, потому что ты принес им благую весть. Их родные в тюрьме. Я рассчитывал, что выйду на свободу, кто-то из волонтерского лагеря отвезет меня на вокзал, и я доберусь домой. Оказалось, что меня ждет машина МВД, и у них есть специальный приказ отвезти меня в министерство на разговор. И только после этого меня отпустят. В машине меня попросили лечь на заднее сиденье, когда мы будем проезжать КПП и лагерь волонтеров, чтобы волонтеры меня не увидели. Мне пришлось согласиться. В министерстве мне сказали, министр Караев с большим уважением относится к журналистам. Произошла ошибка, давайте сделаем вид, что этой истории не было. Однако на этом история не закончилась. В сентябре на него завели уголовное дело по статье 188 УК «Клевета» за опубликованный изданием материал, а также административное дело по статье 2334 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» за события 11 августа. По административному делу журналист получил штраф 15 базовых величин, 405 рублей. Как стало известно, 29 октября Мингорсуд после пересмотра дела оставил решение без изменений. Уголовное дело также остается открытым.